Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала! Наконец-то свершилось! Мы тоже сделали это. Мы с Аришкой нарядили елку и решили поделиться с вами процессом и тем, что у нас в результате получилось. Я вам сделала краткий обзорчик, посмотрите. И еще, сейчас есть модное слово «мотивация». Так вот, я мотивирую тех, кто еще не нарядил елку. Кто еще не успел это сделать, у кого не было настроения. Настроение создаем мы себе сами. Поэтому нарядите елку, зажгите свечи, гирлянды, и настроение новогоднее появится, независимо от погоды за окном. Надеюсь, что мы вдохновим вас своим наряжанием елки, чтобы вы тоже достали свою елочку, достали игрушки и стали наряжать елку, если вы еще этого не сделали. Процесс очень увлекательный, замечательный и помогает в общении с детьми побыть лишний раз вместе что-то сделать. Вот так мы с Ариной развешивали игрушечки. Ничто не предвещало, что что-то пойдет не так, пока не выключили свет в самом конце. А так мы хорошо справлялись. Конечно, какие-то игрушки за Ариной я поправляю всегда, какие-то перевешиваю, но она не против. В основном, в принципе, все хорошо. Вот она показывает вам Мурзилку, старого героя нашего детства. Конечно, современные дети даже не знают, кто это такой и с чем его едят. А у нас был еще и неплохой журнал «Мурзилка» детский. Я помню, что в детстве очень любила его листать, читать. Ну, честно говоря, не помню, что там было, о чем там был. Ну, наверное, какие-то детские истории. А еще сейчас вспомнилось, что была передача «В гостях у сказки» по выходным. Какой-то выходной день, то ли в субботу, то ли в воскресенье. И как мы ждали эту передачу, как бежали смотреть очередную сказку, которую нам покажут. А сейчас включишь телевизор, включишь интернет и все, пожалуйста, сразу. Ждать ничего не надо. Даже как-то неинтересно. Был какой-то этот стимул, какое-то желание вот дождаться, вот надо посмотреть. Не знаю, мне кажется, это было как-то очень, очень интересно и очень трогательно. Я помню, еще покупали раньше программу в бумажном виде, программа передач продавалась, отмечали там кружочками, обводили передачи, какие, во сколько на всю неделю, что будет интересного, и потом старались не пропустить, когда что это будет, когда будет там очередной фильм интересный или мультик интересный. Ну, мы, дети, себе отмечали свои передачи, свои мультфильмы, когда сказки, а родители что-то, то, что им интересно, передачи какие-то и фильмы. Ну, в общем, тоже был какой-то захватывающий процесс. Взять газету, взять программу и отмечать то, что там будет, то, что нам нужно. Тут Арина бегает, показывает вам игрушки, которые ей нравятся. Сейчас вот она ангелочков показала. Очень симпатичные, мне тоже они нравятся. Особенно если под них сделать огонек, гирлянду, чтобы попало под них, и они красиво светятся на елке. Вот так вот, пока наряжаешь елку, и столько ностальгических воспоминаний приходит на ум. Столько всего хорошего, доброго вспоминается. Ведь детство – это такая пора, которая, мне кажется, всегда остается в памяти у всех до последней минуты. Никогда не забываются. Наверное, это самое счастливое время в нашей жизни, поэтому никогда оно не забывается. Наш мозг не хочет это стирать. Но пока мы маленькие, мы этого, конечно, не осознаем. Мы думаем, как бы нам поскорее вырасти, скорее бы все это прошло, это такое занудство, это мы совсем не самостоятельные, нам не дают свободы, когда же мы вырастем. И только повзрослев понимаешь, чего же тебе не хватало. Вот был бы маленьким или была бы маленькой, и все было бы хорошо, и все бы за тебя все думали, делали, и ни о чем у тебя голова не болела. Только как учиться надо и как развлечься, конечно же. Вот тут маленький помощник бегает тоже вокруг елочки. Его надо тоже вместо игрушки под елочку посадить. Он все бегает туда-сюда, не поймет, что это мы тут с Ариной делаем, что мы ходим вокруг этого зеленого дерева. Ходит, принюхивается, присматривается.
Уже он попробовал на вкус несколько игрушек. И на вкус они ему, конечно же, не понравились. Он у нас вообще товарищ капризный, ему очень тяжело угодить. Он плохо кушает, вернее нет, ест он очень хорошо. Но только то, что едим мы. Нашу еду он ест с удовольствием, а вот со своим кормом у него большие проблемы. Только лишь если он понял, что ничего не получил, может и сутки не есть. И только тогда он пойдет и нехотя начнет есть свой корм, грызть. Прям можно сказать с ненавистью. Ну что делать, я не знаю. Прям и нашу еду ему нельзя, и корм не ест, уже какой только не попробовали. Может быть, у кого-то из подписчиков есть такие собачки, йорки или подобные мелкие породы. Может быть, посоветуете что-нибудь мне, чем кормить этого ребенка. А так он у нас с удовольствием ест помидорчики, очень любит гранат, хурму, мандарины даже ест. Вот все, что дашь ему с рук, кроме его корма. Все он с удовольствием поглощает, с причавкиванием, с причмокиванием, с таким удовольствием и таким молящим, голодным взглядом смотрит: дай мне еще кусочек, пожалуйста, еще хочу. В общем, может быть, есть у кого-то какой совет, чем кормить этого сладкого малыша. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, если вам не сложно, конечно. Кстати, недавно открыла для себя вот камин в интернете. В YouTube нашла камин, и так мне это нравится. Включаешь, и со звуком, даже с треском. Просто красота. Если нет камина, то вот его замена. Выключаешь свет, включаешь камин и балдеешь. Так что, если вы, как и я, любители камина, то даю вам подсказку, лайфхак такой, включите его в YouTube и наслаждайтесь жизнью. Очень даже хорошо влияет на психику и на настроение. Попробуйте, вам понравится. Ну что, наша красавица уже почти нарядная, уже почти готова к выходу. На ней очень много игрушек. Игрушки еще у нас остались, конечно же, но самые любимые, самые хорошие, самые красивые мы, конечно же, повесили на елочку. Чарли не дождется, когда закончится этот процесс. Вот Арина показывает уже макушку, которая украсит верхушку нашей красавицы. Вот. Закончит образ, завершит, как говорится. И все, красота будет готова. Ну и все, осталось мне расставить вот игрушечки все под елочкой, всех наших гостей, поздравителей, красавицу Снегурочку, шикарного Деда Мороза. Посмотрите, какой он роскошный, у него вот такой посох, серебряный красивый плащ, шикарная борода. Надо ее тоже расправить, чтобы она выглядела еще лучше. Ну и все, подготовка закончена. Все у нас красиво. И раз, два, три, елочка, гори! А вот и наша красавица. Вот такая. Елочка у нас разноцветная, потому что она у нас детская. Как мой муж говорит, советская. Но нам нравится. Нам нравятся игрушки, много игрушек, которые мы вместе с детьми покупали. И нам не хочется с ними расставаться. Например, сейчас я вам покажу несколько. Вот эту рыбку Арина выбирала в центральном детском магазине. Анри выбрал себе самовар. Вот такой вот. А я выбрала клоуна. Вот такого. И, в общем, много игрушек, которые нам очень дороги. Нам не хочется их убирать в коробки. Нам хочется, чтобы они всегда висели на нашей елочке. Неважно, что елочка у нас уже не модная. Ну вот она у нас такая. Нам нравится. И покажу вам, как мы украсили вообще всю комнату. Вот там сзади, видите, в другой комнате тоже огоньки повесили на окна. Вот тут украсили. Чуть-чуть не передает цвет камера. Ну ничего. Рыбок мы тоже не забыли. Аквариум тоже у нас украшен. И Снегурочка даже у них есть. Вот они тут плавают, балдеют, веселятся. У них, по всей видимости, уже дискотека. Видите, они не стоят на месте. Особенно под фонариками. А еще мы сделали вот такую арку красавицу.
Посмотрите, как у нас красиво получилось. Нам понравилось. Она вот в таком стиле у нас. Нам очень понравилась нашумевшая арка, которая пестрит уже весь интернет. Мы сделали вот такую. Вроде бы неплохо, нам нравится. Здесь под телевизором тоже немножко декораций. Этот домик мы с Аришей делали в поделку в детский садик. Санта-Клаус едет к нам на праздник. Елочка тоже, кстати, из поделки с детского сада. Лосиха вот такая. Друга ей надо уже, наверное, приобретать, а то она одна, одинокая, отвернулась от всех что-то. Дед Мороз у нас вот такой большой-большой. Это у нас скорее звездочет, но он играет у нас роль Деда Мороза. Посмотрите, какой он красавчик. И Снегурочка. Маленькая-маленькая, кукольная-кукольная. Вот такая у нас Снегурочка. И Мишка с Северного полюса приехал поздравить детей. В общем, вот так нарядили мы елочку, комнату. И сразу появилось настроение новогоднее. Ну, а мою кухню вы уже, конечно же, видели. Вот тут только у нас новый жилец, олень. Ну, по-моему, его вы тоже уже видели. Красавец, благородный олень. Вот такая у нас тут красота. И даже звезды в небе. Все, теперь можно пылесосить, мыть полы, потому что до этого времени дело бесполезное. Мартышкин труд. Когда наряжаешь елку, собираешь ее, потом все это летит, гирлянды у нас разлетаются по всему дому почему-то. В общем, лучше делать это после. Вот такой обзор сегодня я для вас сняла. Надеюсь, вам было интересно вместе с нами наряжать елку. Надеюсь, что мы вдохновили вас на то, тех, кто еще не сделал этого, на то, чтобы нарядили елку, нарядили дом, чтобы у вас поднялось настроение. Ну, а я хочу сегодня с вами попрощаться, пожелать всего самого наилучшего. Да, и еще я хочу поздравить всех, кто уже праздновал Рождество с этим великим праздником. Желаю вам здоровья, мирного неба над головой, конечно же, всего самого-самого наилучшего. Будьте счастливы. И хочу попрощаться с вами и всем пожелать всего самого наилучшего и доброго. Пока-пока.